Добрый день, дорогие пекари! Недавно я проводила эксперимент с новой для себя мукой марки Добродея. Сделала два варианта хлеба, ни тот, ни другой не оказались идеальными. И как обычно, по результатам эксперимента я, конечно, делаю для себя выводы и думаю, что же делать дальше. Сегодня я хочу провести второй этап эксперимента. Не знаю, насколько вам это будет интересно. Ставьте лайк, если интересно. Приходите в Telegram, будем обсуждать. Ссылки на мои ресурсы есть в описании. Подписывайтесь на них, чтобы оставаться на связи. Вернемся к эксперименту. Я беру ту же самую пачку муки Добродея. Попытаюсь сегодня нащупать пределы ее возможностей. Начну с влажности процентов, наверное, 85. Попытаюсь сделать долгий аутолиз, вернее, не попытаюсь, а сделаю долгий аутолиз и долгое выбраживание. Посмотрим, что получится. Я пока не знаю. Надеюсь, что получится как минимум интересно. Давайте приступать. Начнем с долгого аутолиза муки. 335 граммов воды и 400 граммов муки. И дальше остается только перемешать муку с водой и оставляем на долгий аутолиз. Сейчас у меня 8 вечера. Я оставлю ее до утра, эту муку с этой водой. И найду место попрохладнее. Сейчас у нас сентябрь, прохладные ночи. Выставлю на балкон. Он не застекленный, на улице порядка 12 градусов ночью. Можно просто куда-то к двери поближе поставить. Перемешаю и уберу в прохладное место часов на 12. Провела свою любимую операцию с долгим аутолизом. 12 часов на балконе простояло тесто. Вернее, это еще мука с водой. Смотрим, как развилась клейковина за счет этого. Ну вот. Ну, фактически глютеновое окно. И вот смотрите, дырочка. Сейчас, надеюсь, будет видно. Дырочка появилась, и края у дырочки круглые. Вот дырочки появляются. Это значит, что глютеновое окно хорошо развелось. Добавлю закваску. На этот раз буду использовать пшеничную закваску 100% влажности, просто потому, что ее легче вмесить вот в это тесто после аутолиза. 100 граммов добавлю. Закваска, естественно, на пике. Если плотную левита мадре сюда сейчас начать вмешивать, она может комками остаться и не вместиться. Такими легкими движениями дам постоять с закваской где-то 20-30 минут и потом еще раз промешу. Через 30 минут добавляю соль. 8 граммов будет достаточно. И пройдусь еще раз вот так по кругу. Но видите, клейковина все-таки крепкая, но при растяжении она подрывается. Вообще у каждой муки есть два показателя. Эластичность – это способность растягиваться, а упругость – это способность обратно собираться. И вот бывает очень упругая клейковина, но не эластичная. И она не тянется. И мне кажется, это вот как раз этот случай. Какое у меня от нее впечатление. Так, собрала. Соль еще чувствуется на руках, но несмотря на это я не буду это тесто не активно замешивать, не отбивать. Я сейчас немножечко масла на дно смажу, помещу сюда тесто, сделаю растягивание, складывание через 20 минут, а дальше буду действовать по обстановке. Возвращаюсь через 20 минут, сделаю растягивание прямо на столе. Для этого смачиваю руками стол. Это просто вода. Часто задают вопрос, смачиваю я маслом или водой. Маслом смазываю, водой смачиваю. Если я говорю, что смачиваю, значит это вода. Растягиваю. Хорошее упругое тесто. Ну вот видно вот эти волокна, то есть абсолютной гладкости пока у теста нет, но тем не менее выглядит оно хорошо. И укладываю тесто на брожение. Сейчас я его оставлю на час, ну а дальше посмотрим. Только что отошла от теста, задумалась и вернулась. И решила добавить еще воды. Посчитала, и вышло у меня, если я добавляю сейчас 25 граммов воды, то тогда у меня влажность теста получается 90%. Сделаю вот так. Не знаю, примет ли это тесто эту воду. Посмотрим. Сейчас больше ничего делать не буду. Вот так пошевелила. Главное не протыкать тесто пальцами. Все, как и говорила, оставляю на час. Прошел час. Смотрим. Вода стоит. Руки смачивать нет никакого смысла, потому что здесь и так сыро. Подобью тесто. Несколько минут вот так вот делайте и смотрите, как впитывается вода. Если, конечно, вы так же, как и я, добавляете воду. Примерно минуты 2-3. Подбиваю 3 минуты. Смотрите, полностью впиталась вода. И каким стало тесто. Оно нежное, влажное и очень эластичное. Еще несколько движений. Накрываю крышкой, оставляю еще на час.
Прошел час. Сейчас тесто бродит 3 часа в сумме. Самую малость увлажняю руки и буду делать подворачивание, потому что тесто 90% влажности. Никакая другая техника обминки для такого теста не подойдет. Ну, хорошо собирается. Все оно у меня прям растеклось. А сейчас, как видите, собралось. Оставляю дальше. Засеку час, посмотрю на него и буду решать, что с ним делать. Смотрим на тесто через час. Чуть-чуть смачиваю руки. Еще раз делаю подворачивание. Не скажу, что активное очень брожение. Уже 5 часов от начала брожения. Активного роста и брожения у теста пока нет. Поэтому оставляю бродить его дальше. Буду поглядывать. Смотрите, тесто еще через час. Оно вот такое. Бродит оно хорошо. Пузыри большие. Я хочу его еще на час оставить и уже потом, наверное, формовать. Ну что, еще час. Вот такое тесто. Что называется, и хочется, и колется. И бродит оно красиво. И хочется подольше подержать и посмотреть, что получится. Ладно, буду формовать. Хорошо присыпаю мукой. Муки сначала насыпаем много, а потом лишнее вот так вот в сторонку. Раз. Просто нужно, чтобы первые секунды оно у нас не прилипло. Обязательно делаю предформовку. Смотрите, чтобы много не попадало вовнутрь муки. Переворачиваем. Стараемся закатать в шар. Вот такое тесто. Все, накрываю его миской, даю чуть расслабиться и буду формовать. 20 минут отлежки. Приготовила корзину, присыпала ее мукой. Присыпаю тесто мукой, подрыв произошел. Руки тоже в муку, тесто в муку. Берем скребок, подхватываем, переворачиваем. Сильно мучить его не буду. Формовка батар. Хоп. Поверхность натягиваем, но не перетягиваем. Так, сейчас сделаем проще. Берем корзину и залеплю уже здесь. И подработаю бока. Конечно, очень жидкое тесто, потому что 90% влажности. Вот такая вот заготовочка. Накрываю бахилами и до утра проведет моя заготовка в холодильнике. В холодильнике у меня плюс 5. Хлеб у меня прошел расстойку 15 часов в холодильнике. Тесто жидкое, поэтому я сегодня буду использовать прием надреза по горячей корке. Сейчас надрезать не буду. Посмотрите подробнее об этом приеме. У меня есть специальное видео. Разогрета моя гусятница. Выкладываю без бумаги сразу в гусятницу. Накрываю. Ставлю в духовку. 3 минуты. Температура 255. Через 3 минуты вынимаем. Не поднялся, растекся. Надрезаю. Накрываю. Еще 12 минут при той же температуре под колпаком. После снятия колпака я допекала хлеб еще 23 минуты при температуре 210. Даже поднялся гребень, и хлеб стал выше, то есть он не настолько растекся, как изначально я увидела при снятии колпака, как я вам показала, да. Видите, что поднялся гребешок. В принципе, выглядит неплохо, блистеры на поверхности, но очевидно, хлеб хорошо выбродил. У меня есть подозрение, что если я не нащупала, то я приблизилась к тем пределам, которые дает эта мука и по влажности, и по времени брожения. Давайте я оставлю его на решетке для остывания, и дальше мы разрежем и посмотрим, какой же вышел мякиш. Ну что, момент истины. Беру свой самурайский нож. Подождите, давайте рассмотрим корочку. Помните, что в предыдущем эксперименте корочка у хлеба на муке добродея была очень жесткой. Здесь корочка тонкая, хрустящая. Смотрите, какая классная корка. Убедились, что корочка классная. Снизу тоже, смотрите, какой румяный, красивый. Режется очень мягко, очень легко. Ну и вот такие дырки. Ну да, не сравнить, конечно, с тем мякишем, который я получила в предыдущий раз. Там тесто было гораздо плотнее, брожение было по другой схеме, аутолиз был короткий. То есть в этом хлебе я провела, по сути, ну не сказать, что работу над ошибками, но существенную коррекцию технологии работы с этим хлебом. Конечно, здесь поры не вот тебе как на тортин, но вполне
вполне очень хорошие получились. И, кстати, я уверена, что с этой мукой можно доходить до гидратации 100 и даже больше 100%, до 105-110, я думаю, можно довести, если вы хотите сделать особо влажную и особо пористую, например, чиабатту, либо вы хотите, например, фокаччо, то есть то, что печется без особой формы, да, чиабатта мы нарезаем ее просто на куски и печем, либо то, что печется с поддержкой сбоку, типа фокаччо, получится замечательно. Я думаю, вообще мякиш классный, да, абсолютно не влажный, очень хороший, очень упругий. Сейчас будем пробовать. Но мякиш классный, мне очень нравится. Смотрите, какой он нежный, он чуть-чуть такой, я не скажу, что резиновый, он упругий. Классный на раскусывание, корка отличная, тонкая, хрустящая, сливочный привкус мякиша. Едва такая вот, я не скажу, что это кислинка, это такой намек, отдаленный намек на кислинку. Очень вкусный хлеб, просто потрясающий. Эксперимент, я считаю, крайне удачным. Технология для муки подходящая. Результат мне нравится. Подписывайтесь на канал, не забывайте поставить лайк, поделитесь со своими друзьями, приходите ко мне в Телеграм, ну и подписывайтесь на другие мои ресурсы. И мы с вами продолжим печь и испечем еще очень много всего интересного.